Итак, всем привет, канал про моторы. Сегодня будем разбирать вот этот двигатель. Это у нас MAN D2866 LF31 на 410 лошадиных сил. Значит, этот двигатель снят вот с такой машины. Приехал ко мне подписчик на ремонт из Санкт-Петербурга. И, в общем, будет ремонт двигателя, ремонт коробки. Ну, до коробки мы еще дойдем. Коробку я уже снял сцепление. А двигатель привез на рабочее место и приступаю к разбору. Стандартная ситуация была: приобретена машина, и сразу заказчик решил сделать ремонт коробки и ремонт двигателя. Значит, по двигателю видим, насос у нас с электрогазом. Он у нас и останется, насос с электрогазом. Ну, то есть обычно по крайней мере, очень часто я переделываю, ставлю другой распредвал, ставлю насос с тросиком газа. Тут у нас останется все как есть. Ну, еще какая особенность этого двигателя, что у нас это 2866, но у нас уже идут головки с 4 клапанами на цилиндр. То есть это уже такой, не знаю, можно сказать, переходной вариант между 2866 и 2876. Ну вот все 2866, которые идут LF там ближе к 30, они все идут уже головки 4-клапанные, 4 клапана на цилиндр. Значит, как я уже сказал, предыстория этого двигателя неизвестна, сколько прошел, когда был ремонт, какие проблемы и так далее. Ну, вернее, проблемы известны, он там сапунит, расходует масло. Значит, что я сразу увидел? Только сняли тут патрубок и видим, что в воздушном коллекторе очень много пыли. Не знаю на камеру насколько видно, но все стенки в пыли. Значит, что я увидел, что я обнаружил? С сапуна у нас шланг был выведен просто под машину. А вот это место, которое у нас должно, то есть выход сапуна у нас должен приходить вот в эту трубку. И эта трубка у нас уже идет в воздушный коллектор. И вот эта трубка, она у нас была просто вот таким образом открыта. Ничем не забита, не заглушена. И получается, тут у нас попадал воздух, нефильтрованный воздух в воздушный коллектор. Ну, понятно, что тут нет никакого сопротивления, и двигателю проще воздух взять с этого отверстия, чем через фильтр, там, сопротивление и так далее. Вот, значит, видим такое количество пыли в воздушном коллекторе. Ну и уже от этого мы можем сделать какие-то выводы, в каком у нас состоянии будет поршневая, гильзы, поршневые кольца и так далее. Ну, это такие пока предположения, гадать не будем, понятно, сейчас разберем и все станет понятно. Приступаю к разбору. В принципе, у нас все стандартно. Разбираем тут сверху стартер, турбину, генератор, там всякие коллектора. Разбираем двигатель. Самое главное, нас интересует, в каком состоянии блок, какие нам предстоят станочные работы, то есть привалочная ГБЦ, посадочная под гильзы, посадочная постели коленвала и так далее. Разбираем, дефектуем, заказываем запчасти, что-то отдаем на станочные работы, что-то делаем сами. Ну и будет сборка этого двигателя, будет установка на машину, будет запуск этого двигателя на машине. Ну и, как я сказал, еще будет ремонт коробки 16-ступенчатой, не помню какая там, ZF 16S181 примерно, ну что-то в этом роде. Ну, соответственно, будет покраска двигателя, то есть все стандартно, все как обычно. Все, значит, такой у нас объем работ, поехали.
Так, значит, следующий день у нас уже. Вчера, в общем, привезли мне двигатель в цех уже где-то в 3 часа дня. Ну, получается, уже во второй половине дня. И, в общем, пока я тут коробку снял, в общем, пока двигатель подготовил. И вот вчера разобрал его до такого состояния. Получается, ушел отсюда уже в 10 часов в 11 вечера. Ну, понятно, что если бы без съемок все это было бы гораздо быстрее. Со съемками все равно это... Съемки занимают какое-то количество времени. Значит, вчера снял головки, посмотрел гильзы. Тут есть выработка. Но это я почистил, нагар убрал, чтобы сразу поршня было легче доставать. Также тут привалочную ГБЦ почистил, посмотрел. Есть дефекты, есть коррозия, выработка. Вероятнее всего блок поедет на станочные работы по привалочной ГБЦ. Ну и вероятнее всего также блок поедет на станочные работы по посадочному коленвалу, я так думаю. Уже перевернул двигатель, положил его на бок. Сейчас буду снимать поддон. Поддон тут вот такой конструкции, то есть такая, в общем, тоже жестянка. И она крепится на промежуточную плиту. Промежуточная плита тоже такой конструкции. Ну, как-то у меня уже было на видео. Такой же, точно такой же двигатель. И у нас тут еще отличается насос. Масляный насос, немного по-другому. Смещена шестеренка, в общем, тоже такие свои нюансы есть. Значит, сейчас откручу вот эти болты. Они у нас держат вот такие кронштейны. В общем, ну, как петли, в общем, так скажем, крепления. Вот, ну и потом откручиваю уже эту промежуточную плиту. Она у нас держится вот такими болтами. Значит, вчера еще очень долго откручивал насос. Вот тут вот шпилька, до которой, ну, кто знает, до нее доступа практически нет. Очень неудобно. На этой шпильке никогда не ставится гайка. А именно на этом двигателе гайка была установлена. Ну и как обычно, где легко доступ, там сорвал и все от руки идет. А тут сорвал и все туго шло до последней нитки. То есть я вот только вот эту гайку откручивал, наверное, полчаса, если не больше. Там через карданчик, маленькая головка, большая головка не залазит. Тут промежуток, расстояние маленькое. В общем, только полчаса потратил на эту гайку, чтобы открутить. Значит, насос у нас тут стоит на 0 градусов, насколько я помню. Ну, я, в общем, на насосе метку вывел. И тут на маховике сделал отметку. Вернее, вот, по смотровому окну. Плохо видно. Маховик весь грязный, я там накернил. Ну, по-моему, должно быть 0 градусов. Но если нет, посмотрим по литературе. Есть у меня литература по этому двигателю, поэтому как бы не проблема. Значит, сейчас снимаю поддон, снимаю маховик, переднюю, заднюю крышку. Ну и достаем поршня, валы. Сегодня в течение дня мне нужно разобрать двигатель, составить список, что нам нужно приобретать. Ну и уже начну сразу готовить блок к станочным работам. Помою его, наверное, также сегодня. И, наверное, не знаю, завтра или послезавтра он сразу у нас уже поедет на станочные работы. То есть немного затянул с разбором этого двигателя. Там у меня проблемы были с Volvo, не знаю, на камеру не снимал. В общем, поэтому немножко затянул с ремонтом этого двигателя на пару недель. Сейчас надо быстро-быстро все наверстать.
Так, значит, снимаю шатунные крышки. Видим, шатунный вкладыш еще в более-менее хорошем состоянии. Смотрим размер. Размер стандарт. И видим, что дата выпуска 10 год, 2010 год. То есть получается, в 2010 году был ремонт этого двигателя. Меняли шатунные вкладыши как минимум. Ну, не знаю, вот я сейчас проворачиваю двигатель. И такое ощущение, что коренные вкладыши, на них как бы есть выработка, потому что чувствуется, что его где-то что-то держит, есть перекос. Вот, возможно, как вариант предположения, что в 2010 году меняли только шатунные вкладыши, коренные вкладыши не трогали. Но сейчас это все разберем и увидим. Ну, в любом случае, вкладыши у нас будут заменены, вкладыши будут установлены новые. Ну и по самому коленвалу, думаю, вопросов не будет. Коленвал просто в идеальном состоянии. Так, значит, по поршням. Вот насколько я вижу, юбка прям вообще в отличном состоянии. Но меня вот смущает именно кольца. Видно, что кольца съедены, как я показывал, что двигатель у нас, в двигатель попадала пыль, двигатель брал пыль. И видно, что кольцо вот это съедено, оно острое. И, по-моему, разбита вот эта верхняя компрессионная канавка. Канавка под верхнее компрессионное кольцо. Сейчас, конечно, все разберем, почищу канавку эту. Ну вот в этом месте вижу тоже так есть задиры под нагаром. Ну не знаю, в общем посмотрим. Люфт, не сказать, не, вот есть поршневой палец, втулка поршневого пальца, видим вот такой люфт. То есть штаны у нас обязательно поедут на станочные работы. Получается, эти вкладыши тоже 2010 года выпуска. Значит, в одно время их ставили, в одно время были заменены и коренные шатунные вкладыши. Двигатель разобран, подведем итоги.
Значит, двигатель в очень хорошем состоянии. Один из лучших двигателей, которые попадали ко мне на ремонт. Ну, я имею в виду общее состояние двигателя. Значит, какие работы у нас будут проделаны с этим двигателем? Сначала скажу, какой можно было бы сделать минимальный ремонт для этого двигателя. То есть минимальный ремонт, это можно было бы просто заменить гильзы, заменить поршневые кольца, ну и заменить все резинки. Это такой как бы совсем минимальный ремонт, чтобы дальше двигатель продолжал какое-то время работать. Но так как у нас мы вроде как стараемся сделать капитальный ремонт двигателя, поэтому мы все будем делать максимально хорошо, так скажем. Значит, что мы будем делать? По блоку. По блоку это обязательно проточка восстановления плоскости привалочной ГБЦ и также посадочные подгильзы. Значит, посадочные подгильзы вот сейчас достал. Видим, под какой-то гильзой стоит вот такой пучок колец, то есть их тут, не знаю, несколько штук. Под всеми остальными гильзами стоят кольца 0,2 мм, то есть уже тут протачивали, уже с блоком что-то делали. Значит, по постелям коренных вкладышей пока не знаю, отмою, ну и там уже станочники проверят, если скажут, что нужно будет точить, то тогда тоже будем посадочные под коренные вкладыши протачивать. Значит, по блоку, в принципе, все понятно. Будет замена втулок, там буду вскрывать все каналы масляные, продувать их, промывать и так далее. Значит, по коленвалу. Коленвал в идеальном состоянии. Думаю, с коленвалом ничего делать не будем. Ну, как обычно, его отмою, продую, отполирую. Тут, конечно, вот на нескольких шейках, на 5 и на 6 коренной шейке, вот такая вот, не знаю даже, как это объяснить, как будто коррозия, как будто какое-то время он стоял, как конденсат, или, ну, в общем, не знаю, какая-то коррозия есть вот на этих двух шейках. Но я думаю, что она такая не критичная, я ее сколько возможно зашлифую. Какое-то количество останется, но я думаю, что это не критично, на работу это никак не повлияет. Значит, по распредвалу. В принципе, тоже распредвал в очень хорошем состоянии, но некоторые кулачки, вот даже визуально видно, они подъедены. Вот не знаю, насколько на камеру видно, вот в этом месте. То есть тут вот где-то есть еще не съеденная часть кулачка, и вот в этом месте уже подъеденная. Значит, я сделал замеры, ну такие пока предварительные, где-то на 3-4 десятки кулачки съедены. Ну, не знаю, в общем, посмотрим, какое будет принято решение, но, возможно, также распредвал останется это. Значит, кулачки у нас подъедают в том случае, когда начинают крошить толкатели. Вот видим, какие-то толкатели вот так выглядят, какие-то толкатели в хорошем состоянии, видим, да? Какие-то толкатели начало крошить, ну и соответственно, где сильнее выкрашен толкатель, там сильнее пострадал кулачок. Дальше вкладыши, понятно, у нас будут все под замену. В принципе, на них не такая большая выработка, но вот на некоторых есть вот такое вот отслоение. Значит, вкладыши у нас в любом случае все под замену. Головки также будем разбирать, смотреть там состояние клапанов, все, дело направляющих, возможно будет замена клапанов, замена направляющих. Значит, по гильзам что хотел показать. На гильзах есть выработка, она хорошо ощущается пальцем, зацепляется ногтем. Да даже, наверное, на камеру видно, что тут такой буртик, ступенька. Ну и также вот видим на некоторых гильзах, вот это у нас, по-моему, 5-й цилиндр, видим вот такие задиры. Специально я положил на свет, чтобы можно было увидеть вот эти продольные полосы. То есть гильзы у нас 100% под замену. По поршням также будем думать, смотреть. Как я сказал, что отмою, почищу канавки, возьмем новое кольцо компрессионное, замеряем, как оно сидит в этой канавке. Ну и также нужно посмотреть это место на задиры. Под нагаром там могут быть очень большие задиры. Шатуны у нас поедут в ремонт, как я говорил. Ну а по остальному, в принципе, все стандартно. Топливное поедет на проверку, возможно, на ремонт. Там электрооборудование, стартер, генератор поедет на ремонт. Будет также у нас ремонт помпы, также будет ремонт компрессора. Турбина, вероятнее всего, будет новая, вот там она лежит, потому что сам заказчик говорил, что хочет новую турбину, не хочет ставить там картридж или ремкомплект. Ну и также выпускная улитка, когда я снимал, на ней там есть прямо трещины, поэтому вероятнее всего турбина у нас сразу будет новая. Но в остальном все стандартно, очень много мойки, все отмываем, очищаем, чистим и так далее. Значит, по сборке будет несколько серий, также установка на машину и запуск. Но еще хочу обратить внимание, что на этом двигателе также изношена цилиндр-поршневая группа, как, допустим, был до этого двигатель Volvo D12. Также у нас изношены гильзы, изношены кольца поршневые, шли газы в картер двигателя, но видим, что двигатель чистый, то есть нет абсолютно, ну как, есть просто масляный налет.
черное масло. Я имею в виду вот. Сам двигатель, он чистый. Также, если мы посмотрим на коленвал, нет никаких отложений. Также, если мы посмотрим на ту же шестеренку распредвала, то есть она абсолютно чистая. Это я к чему? Что очень много зависит от масла. Получается, масло, на котором работал двигатель D12, оно не очень хорошего качества, потому что видим, какие там были отложения. Ну, не знаю, кто помнит, кто смотрел видео про тот двигатель. Все, значит, серию по разбору буду заканчивать. Сейчас моя тут задача что-то где-то разложить по полкам, блок отмыть, подготовить к становочным работам. Ну и, наверное, уже завтра буду разбирать коробку. То есть также нужно разобрать коробку, сделать дефектовку максимально быстро, ну и заказывать уже запчасти на двигатель, на коробку. Хочу собрать этот двигатель в кратчайшие сроки, так скажем, насколько это возможно. Все, значит, серию по разбору заканчиваю. Вот такое получилось видео. Всем спасибо за просмотр, всем удачи, всем пока.